Пожалуйста, основные возможности цели. Занятие первое, вводное, о чем, собственно, мы с вами будем говорить. Основные вопросы данной темы. Да. Если человек не обозначил цель какую-то масштабную, то, что он делает, это поддержание того, что есть, и решение текущих задач, то есть качественных изменений он не производит. В чем одна из основных сложностей? Да? Если то, что мы будем рассматривать, нас будет интересовать на долгую перспективу, на 10 лет, да, вперед. В принципе, что данные цели, что любые другие цели, они решаются по одной и той же схеме. Поэтому мы с вами идем по схеме. То есть схема это что? Это последовательность ответов на определенное число вопросов. Да. Одно занятие – это блок вопросов. Да. Ну, предположим, есть какая-то цель, есть ли для нее основания в предыдущих воплощениях, есть на что опереться, в этом воплощении есть на что опереться. Да? Там, связано ли это с кармическими задачами, соответствует ли кармическим задачам или нет. Но здесь не только цель. Цель – это первый шаг. Мы обозначаем точку в пространстве, куда мы хотим прийти. Следующий шаг – нам нужна мотивация. Да? Без цели непонятно, куда идти. И здесь возникает такая ситуация. Если цель далекая, да, если цель через 10 лет, и к ней нужно идти, нарабатывать свои навыки, качества, это будет существенное отличие вы через 10 лет между тем, кем вы являетесь сейчас. Да? И не всегда вот, самооценка человека на сегодня позволяет ему поставить долговременную цель. И получается, что если в силу немножко недостроенной самооценки или восприятия себя на сегодня без того, что вы к цели идете, вы себя же изменяете, нарабатываете качества и навыки, да? Если самооценка, в общем, в любых там комбинациях есть какие-то сложности, то человек не может построить долговременную цель, потому что для него она сейчас кажется недоступной. А если он долговременную цель не построил, то его ожидает колея и решение текущих проблем. Да? Ну, решение текущих проблем – это колея. Керосина мало, опять же, возвращаемся к той же самой колее. Да? Поэтому, чтобы задача эта была решена, с одной стороны, нам нужно цель обозначить и, грубо говоря, обкопать ее со всех сторон, чтобы понимать, а почему именно так, а не иначе. Вторая задача по данной теме. Нам нужна расширенная мотивация. Ну, скажем, 2 слова сказал, этого мало, потому что создание 1000 вопросов. А почему? А почему не это? А почему не это? Расширенная мотивация предполагает, что вы вот действительно отвечаете на приличное число вопросов. Опять же, а почему вот нет оснований для других вариантов, не хватает оснований или блокирующие какие-то основания по этому воплощению, опять же, по предыдущим воплощениям. Да? Как это связано? Да? Поэтому нам нужна достаточно расширенная мотивация ответа на множество вопросов. Нам нужно, чтобы все возражения, опасения, глядеть в сторону, да, не к своей цели, а крутить головой, а может быть как-то мне в другую сторону. Когда человек крутит головой, он никуда не придет, потому что не вкладывает усилия в одну цель. Он смотрит, куда можно перепрыгнуть. Поэтому нужна фиксация на конкретных целей и дальше бить в одну точку, да, для достижения соответствующего результата. Поэтому нам нужна цель. Опять же, мы рассматриваем из тех целей, которые доступны для человека. Но ее ж нужно понять, если сказать кому-либо, ты станешь через 10 лет, ну неважно, успешным там кем-то, кем-то. Не, я ни за что, я ж не потяну. Да? Вот нужно, чтобы человек видел эту цель, чтобы у него была сформирована мотивация. Да, у меня есть все основания принять эту цель на длительный срок. Да, есть все основания, нет возражений. Нужна расширенная мотивация. Следующий шаг, который нам нужно пройти, если человек что-то хочет, нужно прописать требования к этой цели. А что она предполагает? Да, какими знаниями ты должен для этого обладать, какими качествами, какими навыками, как должна перестроиться жизнь, да, образ жизни, как должен быть перестроен. То есть фактически требования для достижения цели, они задают что? Они задают основы для последующей стратегии и планов. Стратегия – это
логика, в какой последовательности вот глобально я к этой цели буду идти. Да, все эти требования детализируются для каждого этапа. Стратегия – это большие этапы. Для каждого этапа список требований, что нужно сделать. А эти списки требований затем превращаются в планы. Шаг за шагом мы выполняем последовательно все условия, необходимые, чтобы каждый день я делал шаг вперед и приближался к своей цели. Да? Вот эти вопросы мы будем рассматривать. Вот все, что касается, как поставить цель, и дальше как понять, каким образом к ней идти и почему. В целом число вопросов, в зависимости от того, что за человек, оно может быть увеличено и в 2 раза. Да, кому-то достаточно раз сказать, или он с полуслова понимает, кто-то с 3-го раза плохо понимает. Ну, не потому, что плохое, а здесь да, дополнительный объем работы необходим, да, больше проблем, больше там обжигался, ошибок совершил, да, у каждого свое. Задача в любом случае, чтобы, когда человек готов идти к цели, когда он перестает смотреть по сторонам, а может быть туда, а может туда, мое или не мое, он уверен, что это мое, это решение правильное, для этого есть все основания, для противоположных сценариев у него есть ответы, почему нецелесообразно действовать по-другому. Все, он определился, он сконцентрировался, взял обязательства и пошел сражаться. Это в целом круг вопросов, которые нам нужно рассмотреть. Любая другая цель будет подчинена тем же, в принципе, законам. Да? Есть ли основания, какие возражения, что по этому поводу думает карма, там, какие опасения, как их убирать, какие требования, ну и как распланировать достижение своих целей. Да? В любом случае это не зависит от цели. В каждом случае есть свои особенности, разумеется, но суть от этого не зависит.